Всем привет! Сегодня я расскажу о Фиби. Это новая пятизвездочная героиня в Wuthering Waves с спектроэлементом и использует ректифер. Она умеет бить по площади, контролировать врагов на расстоянии и накладывать уникальный эффект спектра Fuzzle. Особый дот, который пока доступен только ей и другому персонажу, спектра Роверу. Главное, что вам нужно знать, у Фиби есть две формы, или режима, которые завязаны на ее особой механике форты. Абсолюция, ДПС режим, дает максимальный личный урон, активируется в нужный момент при зажатии тяжелой атаки. Ее форты будет желтого цвета. И конфессия, гибридный режим, фокусируется на усиленной работе с эффектом спектра Fuzzle, но пока не имеет подходящих союзников, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Активируется, опять же, в нужный момент зажатием резонанс скилла. Ее форта будет синего цвета. Резонансное умение. У Фиби есть особый скилл, который создает кольцо, зону с неплохим радиусом. Первый раз, когда вы примените это умение, враг внутри зоны оглушается на 2 секунды. Вы можете повторно применить скилл, чтобы моментально телепортироваться в центр этой зоны. Если вы находитесь вне зоны и бьете обычными атаками, они дополнительно притягивают врагов к центру. Если вы находитесь внутри зоны, ваши базовые удары получают сильный прирост к урону. Примерно в 2 раза. Ульта в ДПС режиме получает мощные дополнительные множители, примерно плюс 255% к урону. В гибрид режиме ульта вместо этого добавляет 8 стаков спектра Fuzzle на врагов, но урон дает меньше. В ДПС режиме Аутро также получает бонус плюс 255 к урону. В гибрид режиме понижается защиту врагов от спектра на 10% и усиливает урон от эффекта спектра Fuzzle на 100%. В начале боя у Фиби полностью заряжена шкала Prayer, которая позволяет сразу переключаться в один из двух режимов. Это сплошная черточка под форты. Каждый раз при использовании одного из этих специальных приемов шкала Prayer полностью расходуется. Затем Фиби получает новую шкалу Divine Voice до 60 очков. Она тратится на усиленные тяжелые атаки, которые работают по-разному в зависимости от режима. В ДПС режиме абсолюции каждая усиленная тяжелая атака стоит 15 очков, и вы можете сделать до 4 таких атак. Урон этих ударов сильно возрастает, более чем в 2 раза, если на цели висит спектра Fuzzle. В гибридном режиме, в конфессии, каждая усиленная тяжелая атака стоит 30 очков, и вы можете сделать до 2 таких атак. Они моментально накладывают по 5 стаков спектра Fuzzle, но не получают дополнительного усиления урона. Перейдем к оружию. Первым вариантом будет, естественно, сигнатурное оружие Фиби. Оно дает 12% к атаке. При атаке врагов с спектра Fuzzle накапливает бонус к урону базовых и тяжелых атак до 3 раз на 6 секунд. При использовании Аутро увеличивает урон спектра Fuzzle рядом с активным персонажем на 30%. Это сигнатурное оружие Фиби, идеально дополняющее ее механику. Оно усиливает общую атаку, базовые тяжелые удары именно тогда, когда на врагах висит Fuzzle. Плюс дает мощный баф на длительный срок после аутро. Обладает очень высоким крит шансом, 36% на 90 уровне, что упрощает сборку. Стрингмастер, оружие инлинь. Имеет те же 36% крит шанса, что и сигнатурка Фиби, а также дает универсальный бонус к урону и дополнительную атаку. Это очень мощный вариант, почти не уступающий сигнатурке, особенно если у вас нет сигнатурного оружия Фиби. Сигнатурное оружие Джеджи. Ключевой плюс 72% к крит урону на 90 уровне. Фиби любит высокий крит урон, а бафы на базовые атаки тоже помогают ей. Хотя использовать баф на нанесение урона из кармана Фиби может быть не так важно. Она и так чаще всего сама стоит на поле боя. Но если вы играете по ротации с другими персонажами, это оружие может пригодиться ей. Дальше. Аугмент. Желательно, конечно, чтобы был S5. Лучшая 4-звездочная опция при высоком пробуждении. Ну, то есть S5, как здесь. Или как в Геншине, это у нас R5. Для 4-звездочного оружия это очень сильный баф на атаку. Плюс отличный крит шанс.
Идеальный бюджетный выбор, если у вас нет пятизвездочного варианта. Ocean Gift. Ивентовое оружие. Это полностью бесплатный вариант, который круто синергируется с стилем Фиби и упрощает сбор на спектроурон. Минус: не дает крита, поэтому придется компенсировать крит шанс или крит урон в артефактах эхо и статах персонажа. Cosmic Ripple. Оружие из стандартного баннера. Дает хорошую атаку и ускоряет заполнение ульты за счет бонуса к энергии. Но все же по суммарным бонусам и критам уступает топовым оружием для Фиби. Вальс в Маскараде. Крафтовое оружие. Хотя здесь тоже есть неплохие бонусы к атаке, оно заметно слабее, чем вышеперечисленные варианты. Зато оно крафтится, то есть оно free-to-play. Так что он может стать резервной опцией. Fusion Accelerator. Опять же, желательно иметь S5. Средние бонусы к атаке. Придется подгадывать тайминг, чтобы не терять бафы. Есть варианты лучше, но как промежуточное оружие подойдет. Jinzo Keeper. Плюсы к здоровью Фиби не особо нужны, а баф на атаку слабее, чем у других вариантов. Это оружие чаще берут на других героев, которым нужно и хп, и сила атаки. Лучшие эхо. Eternal Radiance. Полный сет. 10% к спектроурону. После наложения спектра фазового персонаж получает плюс 20% к шансу критической атаки на 15 секунд. Дополнительно получает 15% к спектроурону на 15 секунд, если атакует цель с 10 стаками спектрофазл. Для героев, которые могут быстро накапливать спектрофазл, эта прибавка к крит шансу будет практически постоянной. А вот чтобы поддерживать плюс 15 к спектроурону в случае ДПС режима Фиби, часто понадобится помощь союзников, например, спектра Ровера, так как сама Фиби в режиме абсолюции не так быстро накапливает 10 стаков. Основное эхо, то есть четверочка, выбираем Nightmare Morning X, дает плюс 12% к спектроурону безо всяких условий, если помещен в главный слот. Наносит на 100% больше урона по целям со спектрофазл. Отлично сочетается со стилем Фиби, бафает ее основной тип урона и усиливает урон по фазл противникам. Оптимальное распределение статов. В четверочку ищем крит урон или крит шанс. В обе тройки берем спектра урон. И в обе единички берем атаку в проценте. Желаемые под статы. Регенерация энергии пока не хватит для комфортной ульты. Крит рейд и крит урон ищем в первую очередь. Дальше ищем процента в атаке. А уже менее важно будет обычная атака безпроцентная. И бонус тяжелых атак. Идеальные статистики в конечном итоге у вас должны быть такими. Атака должна быть от 1700 до 2200 плюс. То есть чем больше, тем лучше уже. Спектра бонус должен быть 40% или же 82, то есть в идеале 82. Это должно быть до начала боя, безо всех бафов перед этим. То есть это должно быть базовым у вас показателем. Крит шанс должен быть 65% минимум. И если прям вообще все хорошо получится у вас, то 80%. И опять же, это до начала боя, то есть без каких-нибудь потусторонних бафов. Крит урон должен быть 200-300, то есть 300 прям вообще в идеале. И восстановление энергии 120%, чтобы ультовать часто, то есть чтобы можно было ульту часто использовать. Теперь перейдем к командам, подбору команд. Сначала поговорим о синергиях, с кем она синергирует. И первым и самым важным для нее членом команды будет Спектра Ровер. Он обязательный союзник для нее. Спектра Ровер накладывает спектрофазу, без которого Фиби не раскрывает свой потенциал в ДПС режиме. Дополнительно у Ровер есть уменьшение спектра сопротивления и лечение в ульте, что дает дополнительную выживаемость. Ровер может собираться либо через хилсет, либо через Moonlit.
Выбор зависит от того, кто третий член отряда, хиллер или бафер. Следующее это Санхоа. Отличная связка с Фиби, если ровер собирается через хилсет. Санхоа дает баф плюс 38% к урону базовых атак через свою аутро, и при этом супер быстро откатывает умение. На S6 шестое созвездие пробуждения. Санхоа получает плюс 20% к атаке, что тоже передается команде и успевает быстро выдать все бафы. В сочетании с Фиби и Ровер получается универсальный и очень простой вариант команды и нанесения целой кучи урона. Дальше у нас Мартефи. Он также может усилить Фиби за счет бафа урона тяжелых атак, плюс 38% в аутро для Фиби. Может использовать статический туман, то есть оружие стандартного баннера, пистолеты, который дает доп 10% атаки и работает через Moonlit. Если вам нужно отдать Санхоа в другую команду, то Мартефи хорошая альтернатива для Фиби. Чан Ли. Королева квик-свапа. Частая смена с персонажей, так называемая. Может выдавать огромное количество урона за счет своих скиллов, если вы умеете быстро переключаться между героями. Чаще используется вместе с хилсетом, который использует Спектра Ровер, и Фиби в режиме ДПС. Если вы не любите или не умеете супер быстрые ротации, лучше взять Санхоа или Мартефи. Но в опытных руках Фиби плюс Чан Ли – одна из самых мощных связок в игре. Верина. Универсальный хиллер-поддержка, которая дополнительно дает бонус на силу атаки всей команде и плюс 15 увеличения урона. В связке с Фиби советую использовать Верину и Спектра Ровера в Moonlit Clouds, чтобы Верина выступала основной лечилкой, а Ровер сосредоточился на фазл и бафах от Moonlit. Очень простая в освоении и дает отличные бафы на весь отряд. Хранительница берегов. Шоркипер. Еще один премиальный хиллер-саппорт, который дает целый набор бафов. 12,5% крит шанса, плюс 25 крит урона и плюс 25 к атаке. И 15% увеличения урона. Как и Верина, сочетается с Moonlit Clouds на ровере. Одна из самых сильных сочетаний бафов для команды. Но и сам персонаж встречается порой реже в баннерах. Ну, то есть, теперь неизвестно, когда она будет в баннере в следующий раз. Теперь примеры команд. Идеальная команда это Фиби ДПС, то есть в ДПС режиме. Санхоа или Мартефи на выбор, кто у вас есть. И, естественно, Спектра Ровер. Ровер с набором на хилсет должен быть одет у вас в хилсет Ровер. Санхоа лучше, если вы хотите быстрые бафы на базовые атаки. Мартефи подходит, если Санхоа занята в другой команде или нужен баф на тяжелые атаки. Следующая команда это у нас Фиби. В другом слоте у нас Чан Ли. И последний слот, опять же, Спектра Ровер. Ровер здесь опять у нас будет в хилсете. Отлично подходит для тех, кто любит и умеет быстро переключаться между персонажами в этой команде. Механика посложнее, но урон будет повыше. И последний вариант, это у нас Фиби снова ДПС, Спектра Ровер. И в последний слот это у нас или Хранительница берегов, Шоркипер, или Верина. Ровер с набором Moonlit уже в этом случае у нас, потому что Верина или Хранительница, ну, скорее всего, Верина в вашем случае будет в хилсете. Шоркипер или Верина здесь выступает основным хиллером и саппортом, давая бафы на атаку, крит и общий урон. Очень важный вариант для тех, кто хочет хорошую поддержку ХП, то есть исцеление, и сильные бонусы к урону. И теперь ротация. Ротация я покажу в ее ДПС стойке, то есть та, которая активируется через заряженную атаку, так как это единственная пока что, скажем так, геймплей, который урон наносит у Фиби.
Для реализации этой, скажем так, ротации, ну, чтобы и Фиби урон наносила, ей в команде нужен Спектра Ровер, так как цели, на которых висит Спектра Фазл, повышает урон Фиби в ДД стойке. Я буду показывать ротацию с Хранительницей Берегов, то есть Шоркипер, но вы можете использовать Эверину. Значит, начинаем бой с Хранительницей Берегов или с Верины. Активируем их дебафы каждого из них, у кого там какие. Ну, то есть Верины или что. И попутно собираем концерт, естественно. Отсюда переключаемся на Ровера. На Спектра Ровера, естественно. Здесь главная цель сейчас у нас насобирать желательно 10 дебафов этого Спектра Фазла. И после этого переключиться на Фиби. Переключаемся на Фиби. Используем заряженную атаку, чтобы активировать стойку. Ставим кольцо. Если нужно, снова нажимаем кольцо, чтобы телепортироваться от него. И ультуем. Теперь бьем несколько атак. Делаем 3 атаки. И можно будет активировать заряженную особую атаку. 3 атаки. Особую заряженную атаку. И переключаемся обратно на Хранительницу Берегов. Опять активируем ее дебаф. Ее баф, извиняюсь. Переключаемся на Ровера. Стараемся сделать эти 3... Ой, 3 говорю, 10, если получится, в идеале. И переключаемся на Фиби. Снова несколько атак. Зажимаем заряженную атаку. Активируем снова ее ДД режим. 3 базовые атаки, заряженная атака. 3 базовые атаки, базовая атака. Ой, заряженная атака. Ультуем, если ульта готова. И так пока не потратите все ее форты. После этого снова переключайтесь на Хранительницу. Снова активируем все бафы существующие и возможные. Ну или Верина, тут как бы разница. Опять Ровер. Опять активируем все дебафы желательно. 10 штук желательно в идеале. И переключаемся на Фиби снова. Снова кольцо, снова ее ДПС режим. Несколько атак. И активируем заряженную атаку. И на этом все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Если что-то я пропустил, тоже пишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр. Посмотрите другие видео на моем канале. Кто не подписан, подписывайтесь и ставьте лайк этому видео, если вам понравилось.